Одно время в дополнение к общему техническому заданию на разработку дизайн-проекта, чтобы лучше понять вкусы клиентов, я давала им еще и психогеометрический тест, разработанный в 1978 году Сьюзен Деллингер, американским специалистом по социально-психологической подготовке кадров. Изучая проективные методики в психологии, мне показалось интересным их применение и интерпретация в сфере дизайна интерьера, поэтому в данном видео я попробую с помощью этого теста подобрать интерьер лично под вас, предугадывая, что может вам понравиться. А вы сможете лучше понять себя и написать в комментариях, работает ли психогеометрия в вашем случае и получилось ли таким образом предугадать ваши вкусы. Итак, для начала выберите из представленных фигур ту, которая вам нравится больше всего, которую вы могли бы назвать собой. Не занимайтесь никаким логическим анализом, просто постарайтесь почувствовать свою форму. Потом выберите фигуру, которая похожа на вас, но которая будет уже на втором месте. А какая на третьем месте, а на четвертом? А теперь выберите ту, которая нравится меньше всего или не нравится вообще. Зафиксируйте для себя получившийся порядок от первой до последней фигуры и приступим к расшифровке. Дело здесь в том, что какую бы фигуру вы ни выбрали на первое место, это и есть ваша основная или субъективная форма. Именно она дает возможность определить ваши основные доминирующие черты характера, особенности поведения и предпочтения. Остальные 4 фигуры – это своеобразные модуляторы, которые могут окрашивать ведущую линию вашего мышления. Сила их влияния убывает с увеличением порядкового номера. Важное значение последней фигуры, она указывает на форму взаимодействия, с которой дается вам сложнее всего. Квадрат. Если вашей основной формой оказался квадрат, то вы неутомимый труженик. Трудолюбие, усердие, потребность доводить начатое дело до конца, упорство, позволяющее добиваться завершения работы – вот чем прежде всего знамениты истинные квадраты. Выносливость, терпение и методичность обычно делают квадрата высококлассным специалистом в своей области. Этому способствует то, что у квадрата всегда все четко и разложено по полочкам. Квадрат способен найти и выдать необходимую вещь моментально, поэтому квадраты обожают всякие системы хранения, контейнеры, разделители и очень много внимания уделяют наполнению шкафов и ящиков. Квадраты обожают упорядочивать, систематизировать или коллекционировать вещи, поэтому среди них очень часто можно увидеть коллекционеров старых, например, пластинок, скульптур, статуэток, посуды или вин. И все это всегда будет выставлено в красивых местах или на витринах и организовано в идеальном порядке, что само по себе будет являться украшением интерьера и источником дзена, лучше многих картин. Мыслительный анализ – сильная сторона квадрата. Если вы твердо выбрали для себя квадрат, фигуру линейную, то, вероятнее всего, вы обладаете аналитическим мышлением. Квадраты скорее вычисляют результат, чем догадываются о нем. Они не пропускают ни одного звена в цепи рассуждений, а когда это делают другие, испытывают трудности в понимании и большое раздражение. Квадраты чрезвычайно внимательны к деталям, к подробностям, узлам, стыкам, и поэтому их дома – шедевры инженерной мысли. И, кстати, именно квадраты способны проработать все конкретные детали тех грандиозных идей, проектов и планов, которые часто предлагают носители других геометрических форм. Квадраты бережливы, благоразумны и рациональны. Они не сорят деньгами, отдают предпочтение качеству и практичности, поэтому долго, а иногда и мучительно выбирают лучшее решение в сегменте цена-качество, но уж если функционал того стоит, то могут спокойно переплатить больше, чем планировали. При обустройстве своего дома квадраты уделяют особое внимание эргономике пространства и отдают предпочтение практичным планировкам с большими зонами хранения и износостойкими материалами. Квадрат неэффективно действует в хаотичной ситуации, но в хорошо структурированных ситуациях, когда установлены этапы и сроки исполнения, сформулированы четкие требования и даны ясные инструкции к действию, квадрат превосходит все другие формы. Организация его сильная сторона, поэтому квадраты чаще других предпочитают заказывать дизайн-проекты или сами тщательно продумывают план интерьера до начала работ, например, пройдя подготовку на наших курсах, ссылка на которые будет в описании к ролику.
Общей тенденцией в оформлении интерьера квадратов является не акцент на своей индивидуальности и неповторимости, а скорее наоборот, подчеркивание своей принадлежности к определенной группе, например, профессиональной, социальной или возрастной. Это своеобразная форма адаптации квадратов в социальной среде, упорядочивания себя в социальную группу. Такие люди предпочитают умеренные цвета, яркие цвета же используются очень ограниченно. Они предпочитают классические строгие интерьеры без излишних украшений и избегают острия моды, подчеркивая скорее ориентацию на комфорт, чем на стиль. Хотя, если они работают в связке с зигзагом или треугольником, у них получаются очень интересные и продуманные пространства. Эта форма символизирует лидерство, и многие треугольники ощущают в этом свое предназначение. Они рождены, чтобы быть лидером. Самая характерная особенность истинного треугольника – это способность концентрироваться на главной цели. Треугольники – энергичные, неудержимые, сильные личности, которые ставят ясные цели и, как правило, достигают их. Установка на успех заставляет треугольников уделять особое внимание своему дому. Усилия таких людей направлены на создание имиджа преуспевающего человека, и лучший интерьер для них – интерьер успеха. Ориентация на моду, элегантность и строгость стиля. В оформлении интерьера они склоняются к более четкому классическому стилю и качественной, по возможности, дорогой мебели и техники. Чувство меры позволяет им избежать излишней пестроты, и они отдают предпочтение неброским цветам. Очень часто треугольники любят острые формы. Женщины, кстати, могут любить длинный острый маникюр и отдавать предпочтение угловатым и ритмичным принтам, а мужчины будут отдавать предпочтение угловатой технике или мебели. В интерьере треугольники часто отдают предпочтение стилю арт-деко, так как там все можно сделать достаточно дерзко и дорого на вид, с претензией на жизненный успех. Однако они приветствуют и другие стили с легкой щепоткой роскоши, например, дорого обставленный минимализм. Еще в интерьере могут понравиться элементы лоу-поли-арта. Способность треугольников не погружаться слишком долго в анализ деталей и бесконечного множества вариантов, концентрироваться на главном, помня о сути вопроса и быстро принимать решения, восхищает многих окружающих, особенно не таких уверенных в себе, как треугольники, и люди идут за ними. Но их частая отрицательная черта – это повышенная концентрация на себе и конфликтность. Треугольники часто живут одни или узким семейным кругом, поэтому отдают предпочтение не столовой для гостей, а домашнему кабинету. Круг – это самая неконфликтная фигура. Тот, кто уверенно выбирает круг как основную форму, искренне заинтересован прежде всего в хороших межличностных отношениях. Высшая ценность для круга – люди и их благополучие. Круг – самый доброжелательный из 5 форм, он всегда старается сохранить теплые взаимоотношения и сгладить конфликты, поэтому даже на эстетическом уровне не приемлет никаких острых углов, форм и раздражающих шершавых текстур. Все обязательно должно быть мягким, текучим, округлым и дружелюбным. Круги очень быстро обживают окружающее их пространство, оформляют его, постоянно помня о потребностях других людей. Мягкая мебель, старинные вещи от старших, антиквариат, цветы, керамика, безделушки, подаренные на праздники от близких, множество книг, журналов – все это вместе с легким налетом хаоса образует неповторимый интерьер жилища круга. Круги – это самые лучшие коммуникаторы, они обладают высокой чувствительностью, развитой эмпатией, способностью сопереживать. Естественно, что люди тянутся к кругам, поэтому у них много друзей и гостей в доме, много общения. Поэтому они любят отводить для этого много места и создавать большие столовые или зоны для приема гостей. Круг – это нелинейная форма, и те, кто уверенно идентифицирует себя с кругом, имеют образное мышление, интуитивное, эмоционально окрашенное, скорее интегративное, чем анализирующее. Переработка информации у кругов осуществляется не в последовательном формате, как у квадратов и треугольников, а скорее мозаично, с пропуском отдельных звеньев, но эмпатично, и с ориентацией на субъективные факторы, на человеческий аспект и на межличностные коммуникации. Поэтому в домах кругов всегда можно найти портреты значимых близких людей, фотографии детей, родственников, и они, как правило, выделяют для этого самые видные и торжественные места дома.
Обычно они не заботятся о том, чтобы произвести впечатление на окружающих, хотя, когда им необходимо подстроиться под окружение, чтобы пойти на компромиссы или сгладить конфликты, они могут склониться в пользу социально одобряемых среди своей социальной группы решений. Поэтому очень часто им нравится популярный скандинавский стиль, стиль Прованс, американская классика, этакий обуюченный минимализм и их смешение. Везде, где это возможно, они избегают строгости, официальности и отдают предпочтение домашнему уюту. При этом они хотят создать атмосферу непринужденности и расслабленности. Дома у кругов доминируют темы непреднамеренности, случайности, простоты и удобства. Они терпеть не могут изысканности и надменности. Круги вообще безразличны к атрибутам, подчеркивающим статус. Как правило, они любят интерьеры в смежном стиле из популярных, широкоизвестных и массово одобряемых тенденций, которые хорошо вписываются в самый широкий круг ситуаций. Зигзаг – это фигура, которая символизирует креативность, творчество, хотя бы потому, что она самая уникальная из 5 фигур и единственная разомкнутая фигура. Если вы выбрали зигзаг на первое место, то вам свойственна образность, интуитивность, интегративность и мозаичность. Доминирующим типом мышления зигзага чаще всего является смешанный стиль, эклектика или лофт с интересными арт-объектами. Главный мотив этого стиля – а что если? И здесь может возникнуть комбинирование абсолютно различных, несходных друг с другом идей и создание на этой основе чего-то нового, оригинального. И это то, что нравится зигзагам. Чаще всего это люди искусства или связанные с ними деловые люди. В отличие от кругов, зигзаги вовсе не заинтересованы в консенсусе и добиваются синтеза не путем уступок, а наоборот, заострением конфликта идей и построением новой концепции. Это может быть остроумие, а иногда даже и эпатаж. Зигзаги не любят находиться в хорошо структурированном окружении. Им необходимо иметь большое разнообразие и высокий уровень эмоциональной стимуляции, как на рабочем месте, так и дома. Так что они чаще многих любят принты, причем эмоционально заряженный, а также насыщенный цвет. Зигзаги никогда не довольствуются способами, при помощи которых вещи делаются в данный момент или делались в прошлом. Ничто так не раздражает зигзага, как сентенция квадрата «мы всегда это делали так». Нет, зигзаги устремлены в будущее и больше интересуются возможностью, чем действительностью. Немалую часть жизни они проводят в этом идеальном мире, очень много фантазируют, оттого могут склониться к чему-то совершенно непроверенному, непрактичному, но новому и очень интересному. Поскольку у зигзагов часто дом содержится в беспорядке, оптимальным хранением для него являются закрытые шкафы и ящики, а может быть и целые рабочие зоны. Скорее всего, у зигзагов все обрастет бардаком, но вот как это уменьшить, здесь я уже сняла отдельный ролик. Зигзагов еще очень легко распознать по одежде. Они очень часто или не придают значения своему внешнему виду, просто потому что реальные осязаемые вещи представляют для них гораздо меньше интерес, чем идеи. А пренебрежение к одежде и внешности особенно заметно в период вынашивания очередной новой гениальной идеи. Или наоборот, с демонстративностью, театральностью они ориентированы на супермоду. В зависимости от этого можно определить размер шкафа или гардеробной. Прямоугольник. Прямоугольник символизирует состояние перехода и изменения. Это, так сказать, временная форма личности, которую могут носить остальные 4 сравнительно устойчивые фигуры в определенные периоды жизни. Часто это люди, неудовлетворенные тем образом жизни, который они ведут сейчас, и поэтому занятые поисками лучшего положения. Либо в их жизни произошли какие-то важные потрясения, переезд, изменение профессионального рода, новая работа, а может быть потеря работы или понижение в должности. А может быть, произошли перемены в личной жизни или на жизнь влияет глобальный контекст смены эпох. В общем, причины прямоугольного состояния могут быть самыми разными, но объединяет их одно – значимость изменений для определенного человека. Очень хорошо, если прямоугольник выбран последней фигурой, но если первой, то однозначно нужно замедлиться, особенно в принятии значимых решений. В оформлении своего дома у прямоугольников отражается внутренний конфликт.
порой фрустрированность, которую испытывают прямоугольники. Они очень долго не могут принять решение и понять, что же на самом деле они хотят видеть. Они очень часто хотят сделать разные комнаты в разных стилях. В связи со своей внутренней неуверенностью, постоянным чувством замешательства, запутанности в проблемах и неопределенности в отношении себя, они покупают эмоциональные вещи, вещи по скидкам и делают импульсные заказы мебели, а потом жалеют, что не имеют общего плана и видения и не знают, как все это правильно поженить и просочетать, и что куда ставить. Уже долгое время они собирают в своем телефоне изображения совершенно разных интерьеров, противоречащих друг другу, и сами от своих противоречивых влюбленностей страдают. И вот тут я вот на что хочу обратить внимание. Поскольку я уже давно преподаю, я очень часто вижу, как у новичков и у тех, кто только начал заниматься планированием или обустройством своего жилья, глаза застилаются подобным очарованием, страстью и нерешительностью. Они хотят реализовать все и сразу и не могут выбрать, на чем остановиться. Как в первый день в 5-звездочном отеле со шведским столом. Хочется все попробовать, но все в себя не уместить. Но уже на 3-4 день меню определяется и становится более-менее постоянным. Также и с интерьерами. На курсах я всегда в таких случаях говорю, что надо еще подождать, и то, что больше нравится, накопится и проявится в устойчивый тренд. Для этого нужно сделать несколько визуализаций, может быть даже в стол, чтобы как бы выговориться, и тогда появится более спокойное состояние. Уйдут будоражащие ум страхи и страсти, и придет спокойное и ясное понимание собственных желаний. У прямоугольников есть и позитивные качества, привлекающие к ним окружающих. Это прежде всего любознательность, пытливость, живой интерес ко всему происходящему и, как ни странно, смелость. Прямоугольники пытаются делать то, чего раньше никогда не делали, задают вопросы, задать которые прежде у них не хватало духу. В данный период они открыты для новых идей, ценностей, способов мышления и жизни, легко осваивают все новое, поэтому учеба в этом состоянии оказывается чрезвычайно полезной, создает личностную опору и устойчивую базу для принятия решений. Поэтому, если вы вдруг прямоугольник, то обратите внимание на мои курсы по дизайну в описании к видео. Напишите в комментариях, совпала ли выбранная вами фигура с описанием, получилось ли с помощью моей интерпретации предугадать ваши интерьерные предпочтения, или все же это не работает и вы просто забавно провели время в процессе познания себя. Поддержите это видео лайком и подписывайтесь на канал. До новых встреч, всем дизайн!